Доброго времени суток, дорогой зритель, ты на канале iTesla Gaming. Сегодня у нас SSD Samsung 980 M2 на 1 терабайт, драмлес память. Будем ее проверять, так скажем, в хвост и в гриву. Итак, смотри, вот перед тобой характеристики с официального сайта Samsung. В верхнем левом углу ссылку ты видишь. Товарищ производитель говорит, что, ну, смотрите, у вас тут 3500, 3000, и меня интересуют иопсики, а именно случайное чтение, случайная запись блоком 4 килобайта с глубиной очереди 32. Заметьте, они никогда не пишут, в какое количество потоков они это тестируют, а это важно. Но, тем не менее, мы сегодня с вами попробуем это все понять. У меня диск, значит, подключен к процессорным линиям напрямую. На диске стоит винда, какой-то софт, ну из терабайта вот 27% заняты. Вот как это будет работать после того, как оно уже с виндой, софтом, там одна игра, по-моему, даже есть какая-то, и то не запускается. Трим выполнен за кадром заранее. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получится. Поехали тестировать. Файл размером 1 гигабайт, чтобы не сильно травмировать и нагружать наш SSD-шник. Вот давайте смотреть. Но это паспорт. Чтение паспорта — это красота. И это прям замечательно. Давай. 5-й тест. Конечно, можно сделать в 3 теста. Так, 5 секунд пауза. И вот самое интересное. Ну давайте смотреть, что же мы видим. Получается у нас 495 800 IOPS. Профиль 4К, глубина 32 в 8 потоков и при этом полмиллисекунды время отклика. Ну, в принципе, это почти паспорт. Но самое интересное, не это, мы же на этом с вами не остановимся. Да, понятно, что мы сейчас запись проверим. Вот. Но самое интересное, вот если у нас полмиллисекунды время отклика, а значит ли это, что это все, что может этот контроллер? Либо мы можем попытаться выжать из него чуть-чуть больше. И тут у нас с вами есть два пути. Экстенсивный и интенсивный. Что это значит? Экстенсивный. Мы добавляем потоков, поскольку 32 потока у меня поддерживает процессор, 16 ядер, 32 потока. Соответственно, можно добавить потоков. Либо интенсивный при том же количестве потоков, то есть тредов здесь, да, мы увеличиваем глубину очереди. Вот вы видите, да, 450, почти 5000, но это не 480. Это почти паспорт. Вот где-то рядышком. Вот прям вот. Давайте вот сейчас еще один тестик. Сделаем еще один тестик. Мы делаем следующие настройки. И делаем глубину в 64. И вот теперь смотрим, что из этого получится. Мы берем только рандом, потому что последовательное чтение вообще паспорт, даже чуть лучше. Запись, ну почти паспорт. То есть, ну, возможно, так оно и должно быть. И теперь давайте смотрим. Вы видите, что поменялось. При такой глубине, количестве потоков и размере блока, как было 2 гигабайта в секунду, мы также и читаем, но при этом латентность увеличилась почти вдвое, ну или грубо вдвое, то есть уже 1 миллисекунда. А это значит, что скорее всего это максимум из всего, что можно выжать с этого контроллера в случайном чтении. То есть до этого у него было максималка без напряга. Ну и вот то же самое аналогично. 452 тысячи. Сейчас посмотрим, увеличится ли с каждого следующего теста. 453 тысячи. Ну, что я могу сказать? Либо это особенность работы на платформе AM4, и мы получаем вот такие вот цифры. Но явно могу сказать, что
увеличение latency, задержек вдвое при неизменном количестве IOPS означает только то, что это максимум того, что может наш контроллер. Собственно, давайте тогда мы проверим еще вот эти два нижних. Переключаем профиль на так называемую реальную скорость. И нас интересует только вот эта часть. Почему нас интересует только эта часть? 4 килобайта с глубиной очереди 1 в 1 поток. Это тест качества поверхности накопителя. Это тот минимум, который может делать накопитель. 17 тысяч, 16 500, ну почти паспорт. То есть в пределах погрешности. В принципе, неплохо. И что у нас там на записи? 54 тысячи, это интересно. Однако. Забавно, да? Случайное чтение меньше, чем случайная запись. Но это понятно почему. У нас вся запись идет через оперативную память, то есть через кэш системы. Поэтому 54 тысячи. Если убрать галочку у винды на кэширование ввода-вывода, поверьте, 54 тысячи здесь не будет. Ну и для тех, кто сказал, блин, ты офигел, у тебя кнопка All есть, давай этот настоящий sequential. Давай, настоящий sequential. Вот для тебя, для того, кто сказал, что тест будет неполным, если ты это не сделаешь. Вот для тебя. Давай посмотрим, что он скажет. 2,2. Ну, то есть, грубо говоря, здесь идет имитация обычного копирования файлов в винде. Он берет блок 1 мегабайт, глубина очереди 1 в 1 поток. То есть, грубо говоря, вот если мы будем копировать, то будет как-то вот так. Честно скажу, да, будет. Но только в пределах SLC кэша. Ой, когда мы за него выйдем, а выйдем мы за него очень быстро, поверьте, скорости на этом накопителе будут падать вплоть до 75 мегабайт в секунду. Точечно там, не на постоянку, но падать будут хорошо. Поэтому, наверное, ну что, довольно-таки неплохо. Чтение, запись, паспорт. В принципе, вот по чтению, допустим, вообще паспорт показывает. По записи есть, конечно, вопросики, но опять же, ссылочка. Это значение может зависеть от аппаратной конфигурации системы. У меня система хорошо настроена, в разгоне и процессор, и оперативная память, без ошибок, и все красиво и замечательно, с полными настройками на максимальный буст. То есть Curve Optimizer, PBO, скалары и все, что с этим связано. Ну и поядерно Curve Optimizer на каждом ядре с выверкой в Core Cycler. Поэтому тут как бы в ошибках системы тут быть не может. Это мой диск системный. И, пожалуй, после этих всех результатов скажу так, что в принципе можем говорить, что паспорт подтвердился, производительность есть, довольно-таки неплохо работает SSD-шник, но в следующий раз я все-таки буду уже ставить что-то с DRAM-чипом в NVMe, и следующий тест у меня будет другой накопитель, который будет, точнее, станет системным диском. Но об этом в следующем видео. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, обязательно пообщаемся. Всем пока-пока.